Всем привет! Мы продолжаем серию сравнительных видеообзоров, вспоминая легендарные советские легковые и грузовые автомобили. Для тех, кто не смотрел предыдущие выпуски, вкратце расскажу. Мы рассматриваем масштабные копии разных эпох. Одни модели отечественного изготовления давно сняты из производства, а вторые — это китайское видение советских прототипов. И преимущественно современные модели мы рассматриваем из различных журнальных серий, таких как «Автолегенда СССР», «Автомобиль на службе» и их зарубежные аналоги. Герой сегодняшнего видеоролика — всем известный внедорожник ГАЗ-69 и его различные модификации. Первая базовая модель поступила в продажу 7 июля 2009 года. Она вышла в серии «Автолегенды СССР» номер 11, и затем поступил в продажу четырехдверный вариант, модификация ГАЗ-69А. Выпуск номер 59, который появился в продаже 10 мая 2011 года. Помимо базовых моделей выходили интересные спецавтомобили. Например, в серии «Автомобиль на службе» под номером 3 24 сентября 2011 года вышла пожарная модификация, и также был автомобиль для уборки тротуаров. Он выходил под номером 7 и появился в продаже 19 ноября 2011 года. У меня в коллекции собраны не все модели, которые выходили в рамках российских журнальных серий, поэтому покажу, что есть в наличии. И для того, чтобы освежить в памяти, как выглядел настоящий прототип, уберем сами масштабные копии, чтобы они нам не мешали, и быстро пролистаем журнал. И первый журнал, выпуск номер 3, его рекомендованная розничная стоимость на момент выхода составляла 279 рублей. Но свои журналы я покупал чуть дороже, в киосках обычно за них просили 300-320 рублей. На лицевой стороне есть фотография той масштабной копии, которая поставлялась вместе с журналом. И по наполнению журналы из серии «Автомобиль на службе» мне нравятся меньше, чем ранние выпуски «Автолегенды СССР». Здесь больше общей информации о различной технике, а в серии «Автолегенды СССР» вся информация посвящена определенному прототипу. Но сама серия «Автомобиль на службе», на мой взгляд, более интересная. Здесь встречались необычные автомобили, и выпусков было не так много. А серия «Автолегенды СССР» длилась как будто бесконечность. И последний номер был, если не ошибаюсь, 283. Так растянуть серию нужно еще постараться. Очень симпатичный рисунок, который при желании можно повесить на стенку. Также есть фотографии прототипа, с которого копировалась модель. Есть версия в четырехдверном исполнении. Если посмотреть на ГАЗ-69, которые выпускались в советское время, то одна из промышленных моделей выпускалась в городе Херсон. И помимо этого изделия были масштабные копии от мелких мастерских, также мастера-одиночки что-то выпускали, но по уровню проработки эти модели, конечно, уступают современным китайским изделиям. И до сих пор, помимо серии «Автолегенды СССР», «Автомобиль на службе», также более детализированного варианта в коробочках East Models ГАЗ-69 никто и не выпустил. Странно, Дип тоже мог бы заняться выпуском этого автомобиля, и я думаю, многие бы приобрели масштабную копию в коллекцию, если бы у нее было соответствующее качество. Второй журнал номер 7, еще раз повторюсь, он поступил в продажу 19 ноября 2011 года. Здесь на фотографии масштабная копия с отвалом и также с щеточкой, но, конечно, вместо щетки здесь просто пластиковый ролик. Тоже довольно интересная модель. И опять же, здесь общая информация о различных уборочных машинах. На шасси Як-6 есть автомобиль, ЗИС-5 и так далее. Лаповый снегопогрузчик. Такую модель выпускала одна мастерская, и она стоила довольно дорого, и сделан корпус этого спецавтомобиля из полимера. У меня в коллекции подобной техники нету. Небольшой фанат этих машин,
И опять же, если рассматривать различные мастерские, цены там соответствующие. Вот такой подметательно-уборочный автомобиль изготавливал производитель Deep Models. Но опять же, у них была довольно примитивная модель по нынешним меркам. Это одна из ранних продукций от этого бренда. И подобные автомобильчики до сих пор встречаются в открытой продаже. Стоят они порядка 90 евро. Думал одно время приобрести в коллекцию эту машину, но потом отказался от этой затеи. Она как-то меня не впечатлила. И я думаю, в будущем возможно, кто-то выпустит более хороший вариант. Возможно, нет. Есть плакат. Также прототип, о котором идет речь. Другие забавные машины. Схематический чертеж. Также машина для уборки тротуаров на базе УАЗ-469. И многие люди покупали две масштабные копии автомобиля из серии «Автомобиль на службе» и переделывали гражданский УАЗик, который выходил в серии «Автолегенда СССР». Ну, есть цветные фотографии. И анонс на следующий выпуск: УАЗ-469, военная автоинспекция. Такая модель тоже есть в моей коллекции. Если посмотреть на все УАЗики и ГАЗы, которые выходили в серии «Автомобиль на службе», «Автолегенда СССР», то семейство 69-х и 469-х машин вполне удачное, а остальным автомобилям не так повезло. И давайте начнем с обзора машины советского производства. Это пластиковая масштабная копия, и пластик здесь окрашен в массе. Из-за этого он просвечивает в некоторых местах, и из-за того, что здесь материал не очень однородный, есть просветы на некоторых деталях, а некоторые узлы выглядят более темными. Но, тем не менее, это вполне хорошая модель на свое время. У нее съемный тент, довольно примитивно изготовлен салон, присутствует рулевое колесо, водительское, пассажирское сиденье, также ряд сидений в багажном отсеке. И тент у этой модели пластиковый, и также вставили элемент остекления. Вполне хорошие покрышки, колесные диски здесь условные, непонятно, что пытались изобразить. Осветительная техника из прозрачного пластика. Также у этого автомобильчика открывается капот, можно посмотреть на детализацию двигателя. Присутствуют задние фонари, и уже, по-моему, красной краской их окрашивали самостоятельно. Изначально они были черного цвета. И довольно примитивно изготовлена ходовая часть. Указан прототип, масштаб 1:43, и написано, что модель изготовлена в СССР. И также в свое время продавали пластиковые УАЗы 469. Их выпускали уже в другом городе. И у меня в коллекции был давно 469 УАЗ, но до сих пор не могу эту модель отыскать. Возможно, она куда-то исчезла. И сейчас уже не хочу покупать ей замену, потому что эти модели по нынешним меркам особо не котируются. Хотя для многих коллекционеров они представляют некую ностальгическую ценность. И давайте посмотрим на журнальные варианты. Например, модификация ГАЗ-69А. Эта модель из европейской журнальной серии, она не сильно отличается от российского издания. Единственное, чуть-чуть темнее темно-зеленый оттенок, и установили регистрационные номерные знаки. И на этой модели я поставил хариковские покрышки, потому что боялся, что оригинальная резина оплавит вполне хорошие колесные диски. Они на этом варианте не окрашенные, и зачастую на китайских изделиях встречается проблема с оплавлением колес. Тент у этой модели пластиковый, но уже он несъемный. В теории его можно отсоединить, но очень большая вероятность повредить лакокрасочное покрытие, потому что зачастую китайские сборщики вклеивают эти детали. Черной краской обозначили дверные ручки. Салон из пластика, окрашенного в массе. При желании вы можете его доработать самостоятельно.
Задние фонари здесь выделили красной краской. Есть сцепное устройство, правда, оно не рабочее. Горловина топливного бака. Вполне хорошая осветительная техника. И я советую на решетке радиатора зачернять отверстия. Они делают модель более живой. А здесь получаются отверстия, сливаются с корпусом автомобиля и выглядят не так реалистично. И у масштабной копии вполне хорошо детализирована ходовая часть. Отдельный глушитель, передний мост, задний мост. Есть что-то похожее на топливный бак, раздаточная коробка и другие элементы. Это довольно легкая модель, несмотря на то, что у нее металлический корпус. Капот и передние крылья сделаны из пластика, как и рамка ветрового стекла. Следующая модель более симпатичная, во всяком случае, на мой взгляд. Это спецмашина для уборки тротуаров. Опять же, на нее поставил харьковские покрышки. Отличие от предыдущего образца — это хромированные ободки на фарах. Также установленный отвал, щеточка. И есть устройство для разбрасывания песка. Здесь уже криво приклеили горловину топливного бака, она из черного пластика. Дверные ручки обозначили серебристой краской. Есть бункер, правда, его сложно рассмотреть, потому что, опять же, деталь из черного пластика. Точно такие же задние фонари, точно такие же колесные диски. И эта модель тяжелее из-за того, что у нее крыша тоже сделана из металла. И последний автомобильчик, который мы рассмотрим в сегодняшнем видеоролике, это пожарная модификация. Тоже довольно симпатичная, и с этой моделью мне не повезло. И данная масштабная копия уже вторая в моей коллекции. У первого автомобиля был изогнут корпус, и как-то давно я вам показывал ту масштабную копию и обнаружил такой дефект уже после того, как модель пролежала пару месяцев в моей коллекции, поэтому ее невозможно было обменять на что-то другое, и нашел ей замену, более-менее нормальную. И из того варианта переставил уже окрашенную выхлопную трубу и также окрашенный лючок для пожарных рукавов. Более-менее нормальное качество покраски и сборки, во всяком случае на этом экземпляре. И опять же, у этого автомобильчика в теории съемный тент, но он приклеен к корпусу масштабной копии. Я видел очень много интересных конверсий на базе базовой масштабной копии. Многие люди демонтировали тент, делали различные установки, также добавляли небольшой прицеп для перевозки спецоборудования, и получались вполне интересные и разнообразные автомобильчики. И могу вам показать, как эта модель выглядит на фоне старого советского собрата. Конечно, окрашенные модели выглядят более презентабельно, но эта модель тоже имеет свой шарм. И она чем-то мне напоминает старую продукцию Херпа. У них тоже модели были из пластика, окрашенного в массе, но выглядели очень симпатично. У них открывались дверки, крышка капота, крышка багажника. И на многие модели от Херпа я тоже делал видеообзоры. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о старой советской модели в масштабе 1 к 43. Если в вашей коллекции похожие артефакты, в каком они состоянии, сохранилась ли у них оригинальная упаковка. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.